Всем привет! Это Ирина из Португалии, вы на канале Фокситит или Сиська. И сегодня я буду бегать полумарафон Экомей маратона рядом с церковью Сеньора де О. Вон она там стоит. И буду тестировать новую экшн-камеру в процессе бега. Сегодня полумарафон у нас не в трейловом режиме, а в таком на ровной поверхности. Обещают подъем высот суммарно где-то около 50 метров, что я считаю не очень-то и много. В Лиссабоне примерно столько же было на полумарафоне, насколько я помню. Но несмотря на то, что все равно это будет несколько плоский полумарафон, организаторы посоветовали взять с собой трейловые кроссовки, а не просто обычные беговые для города. Поэтому в чем я сегодня бегу? Это мои новые трейловые кроссовки. Жел Трабука от Asics. Брала я их в аутлете. Бегала примерно около 5 километров, поэтому это первые полумарафоны. Наверное, не стоит с первого раза вот так вот выходить на длинные дистанции в новых кроссовках. Нужно все-таки побольше потестить. Но в течение прошлых 5 километров я поняла, что они очень удобные. Они, в принципе, очень удобные. И никакие другие вообще не хочется больше обувать. Потому что у меня уже были Asics Жель Трабука, но предыдущего поколения. И вот эти новые, они заметно лучше и заметно удобнее. Еще у меня с собой вот такого, я называю его спасательный круг, такой вот пояс. Поскольку это не трейл, мне не нужны с собой палки. Обычно я беру с собой специальные трейловые жилеты палки, но здесь они не нужны, потому что высоты будут небольшие, и вообще должно пройти все более-менее гладко. В моем жилете я его брала в Декатлоне. У меня 2 бутылки воды, одна на пол-литра, другая на четверть литра. Также у меня лежат гели, изотоник разных вкусов. И здесь вот тоже эти гели. Ну и еще сзади у меня телефон, ключи, документы. Вот такое по мелочи, салфетки. То есть оно вот все влезает. То есть у меня практически целый литр воды, он влез вот в этот вот круг спасательный. Он отлично сидит на поясе, очень удобно открывать эти кармашки, специальные ручки. Вот если кому-то очень интересно, я взяла это в Декатлоне, уже пробегала полумарафон в Лиссабоне, и мне очень понравилось. Я сегодня тоже буду это и даже не тестировать, а просто уже полноценно бежать. То есть мной уже проверено, я этому поясу отлично доверяю и очень даже довольна им. Еще обязательно использую SPF-крем, потому что уже июнь. В Португалии уровень ультрафиолета очень высокий. Время уже сейчас 9 часов, уже припекает. Поэтому 30-ки мне, в принципе, достаточно. Тоже брала в Декатлоне вообще отличный крем. Я, его на руки использую, естественно, и на ноги, потому что бегаю я в шортах. И даже в шортах солнце настолько сильно светит, и несмотря на то, что такой прямой угол, и я нахожусь в вертикальном положении, ноги очень сильно обгорают. Буквально 3 недели назад я бегала в другой трейл, больше 3 часов провела под солнцем. Это был май месяц, и я обгорела. Да, честно, я обгорела. И теперь я просто использую на всех открытых поверхностях SPF-крем, и на лице особенно если девочки еще бегают и плетут себе косички 2, наношу еще на кожу головы, потому что она тоже обгорает. Идем получать номерок. Банечку даю. Еще маечка. Boa tarde. Obrigada. 129. А ты какой? 128. А, мы рядом. Что у нас в стартовом пакете? Номерок с меткой. Какая-то очередная реклама про массажи. И футболка. Выбрала номер S, но она как будто бы тоже большая. Я не знаю, буду я, в ней бегать или нет. Удобно или нет. Ну и название, собственно, Экомей маратона. Так футболка сидит. Довольно-таки свободная. Хорошо, что взяла, наверное, S размер, потому что M бы вообще был огромный.
Да, да. А ЕС, она, по идее, ну, small должна быть. Мне кажется, у них вообще безразмерность какая-то идет, потому что вот, Просто мужская от женской не отличается, вот и все. наверное, она унисекс. Вообще, это мой примерно 3-й полумарафон. Первый мой был в Лиссабоне в прошлом году, 2024 в октябре. Потом я бегала трейл где-то около 21 с чем-то километр. Он был очень тяжело мне дался. Я его бежала больше 3 часов. Но там был очень большой подъем высот. Вот. И сейчас получается полноценный трейл, полноценный полумарафон. Он как бы у меня 2-й официальный, потому что он прям полумарафон. Вот я еще его ни разу не бегала, я не знаю трассу. В этой местности я еще не пробегала, поэтому будем изучать. Уже как за традицию пью гель перед стартом или ем вот такой вот энергетический батончик, потому что обычно по утрам я не особо чувствую себя хорошо для того, чтобы вообще бегать, и мне очень тяжело начинать. Вот, я привыкла тренироваться либо днем, либо уже вечером. Вот, а с утра как-то вообще нет энергии, поэтому можно считать за читерство. Но я пью гель или ем вот такой батончик, и мне после него просто банально легче бегать. У меня нет каких-то целей добежать быстрее всех, быть впереди планеты всей. Я как бы только бью свои личные рекорды или просто стараюсь получать удовольствие. Чтобы получать удовольствие и не сильно страдать, я предпочитаю все-таки как-то себе помогать, будь это гель, будь это батончик, будь это какие-нибудь таблетки ну, чтобы судороги не было у мышц, чтобы я спокойно могла добежать и не пострадать. То есть все-таки для меня мое здоровье важнее, чем вот какие-то, не знаю, вот для многих людей очень важно побить свои какие-то собственные рекорды и перебежать остальных людей. Для меня это не важно особо, поэтому как бы бегу в таком непрофессиональном, а в свободном любительском режиме. Почему я говорю, что сегодня буду пробовать новую камеру? Потому что, во-первых, у меня новая экшн-камера, а во-вторых, я купила вот такой вот жилет. Вот тут вот с насадкой беговой, еще сзади есть, не знаю, как показать. Вот, и буду пробовать, как она снимает вообще в режиме бега. А на фоне у меня вот эта вот церковь, вот этого поселения, стартового и финишного пункта Синьора де О. Я, честно говоря, не знаю, кто такая О, или что это вообще обозначает. Но нашли в интернете какую-то информацию о том, что это какая-то сеньора ожидания, и вроде как была такая монашка, в честь которой как раз-таки название церкви вот этой вот и сделали. Но, не знаю, это надо португальцев местных спрашивать, больше информации правильно можно получить, чем в интернете, потому что многие места в интернете, они о Португалии они неизвестны, и какой-то логики очень сложно иногда найти, и вот только местных спрашивать об этом, и все, так вот очень иногда сложно найти что-то в свободном доступе, очень мало информации обычно. Первая проблема эко-маратона. Никакой нету ни одной мусорки, некуда ничего выбросить. Просто, видимо, вот это поле, где все машины стоят и люди бегают, оно будет все в мусоре после... Потому что нет ни одной мусорки, уровень организации очень странный. Да, но при этом эко-марафон. Время 9:32, начало в 9:30, пока никто не начал. Пока разогрев разогрев пальчиков. Он так приседает. Я ничего не делаю, я не знаю. Я просто, если я сделаю, я устану, и поэтому я потом не смогу бегать, зачем мне это надо. Вот, начинаем. Кладбище, такие прекрасные виды. Между прочим, кладбище это не экологично. Куда класть надо? Сжигать. У них вроде как у католиков принято сжигать как раз. Первый подъем. Все уже убежали от нас. Бегаем какие-то поля и дикую растительность джунглевскую. Пешки
какие деревья. О, что-то даже растет. Это груша. Это груша. Пока что такая груша, что висит груша, нельзя скушать, потому что не созрела. Надо на этом маршруте бегать, короче, в сентябре, наверное. Как раз-таки можно попробовать будет. Да, или в августе. Не знаю, как быстро они созревают, конечно. О, первый километр. 7:34. 7:34. Да, планировали чуть медленнее. Блин, эти мошки в глаз летают. Это минусы пробежек на природе летом. Это куча москитов, которые в глаза попадают. Это, наверное, картошка, кстати, да? Похоже на цветочки. Пока пешком идем. Вот теперь можно вниз. Вот поэтому, да, трейловые кроссовки говорили тут. Песок, камни. Ну, в городских мягенько было бы. Наверное. У трейлов у них там большой плюс будет здесь, то что это, если в камень херачишься все время ноги, то будет не настолько больно. Ну и подошва, наверное, не будет портиться, потому что она все-таки неубиваемая. А городские, они... Ну, они, конечно, не прям неженки. Не нарежется. Что? Думаешь? Ага. Красота поля. Так. Бережем икры, потому что это только почти 2 километра. Я говорил. Еще бежать 20. Девушку догоняем, да? Ну мы обгонять ее не будем. Ну мы просто с тобой... Ну тут два варианта. Либо мы с тобой умные и рассчитываем темп 1 делать на весь маршрут, а остальные не умеют, этого не знают, не хотят. Многие не знают, многие херачат. Ну вот, либо второе, просто я слабая, ты под меня подстраиваешься, а все остальные, кто бегут полумарафон, они дофига сильные, дофига опытные. Да? 8 у меня написано. Нет, смотри, вот, а сколько они бегут? Бежать. Они 6 бегут или сколько? Чего? Ну, темп какой у них, интересно. Я тебе говорю, там народ, в принципе, может и 5 бежать. Нас снимают. Не знаю, может, какие-то организаторы. Типа, потом какой-нибудь отчет куда-нибудь предоставляют о том, как бегают вот эти либо лузеры с конца. Машины едут по тому мосту одностороннему. И мне нравится, что его перекрывают ради участников. Или сами участники. Так, короче, петля 3 километра. Дальше через мост на ту сторону. Прикинь, если они нас ждут, чтобы мы закончили. Не, а время сколько, кстати, меня просто не видно. 25 минут прошло. Может, они в 10 начинают? Просто когда в другую сторону бежать собрались. О, нас встречают. Ух ты, ради нас мост. Ради нас мост перекрывают. Так, налево. Налево. Вот тут. Форс, мы не устали. Вот только по вкусу вошли. Опа, пикнули. Кстати, я не помню, чтобы мы хоть раз так много каких-то огородов, плантаций и всего такого пробегали. Типа вот поле пшеничное, наверное. Снова картошка. Нет, это... Слушай, листья. Как будто картошка. Ну, блин, может, не своя какая-то тут есть, конечно. Картошка, не картошка. Слушай, я так вот сбегаю, вот какая-то там бобовые висят. Слушай, да, там бобы. Фасоль, наверное. Вот там даже кто-то работает на поле. У нас уже обгоняют люди, которые бегают половину марафона. Мини-полумарафон. Вот. То есть полчаса мы бежим. Да. Уже его видели. Только теперь они все бегут. Но вот они типа выглядят как реальные спортсмены такие, которые
Видимо, решили 12 они бегут где-то. 12 на скорость пробежать. Ну да, они там, ну, может, там не на все деньги жарят, Но жарят. но близко к этому. Не, ну почти как стоять. Да. Ну, конечно, сейчас много кто гонять будет. Да. Потом зачем ко мне прижиматься, я не очень понимаю в этот момент. Так это, каток под... Вот там мужчина бежал с бутылкой в руке. Я этого, кстати, не понимаю. Точнее, может быть, у него, конечно, все нормально. Но когда я последний раз бежала с бутылкой в руке, каких-то там 5 километров, у меня после этого ужасно болела спина. Да, потому что этот вес, он перекашивает. И там, казалось бы, ну просто бутылка. Все такого, но на дистанцию подлиннее это прям вот сильно сказывается на самом деле. Там перевес небольшой, но он есть. Догоняем женщину, которая с нами на дистанции. Не вот эти вот все быстрые суперлюди, а шагающие. Мы пока пешком практически не ходили. Вот мы уже первого человека догоняем. Примерно каждые 4 километра стараюсь пить изотониковые гели. Они там с разными вкусами, ягодными, фруктовыми. Вот один уже приняла. Сейчас я 4,90, несколько попозже, конечно, начала пить. Вот, но примерно 4 плюс-минус, 4-5. И получается, на полумарафон я взяла себе 4 геля и одну печеньку энергетическую. Я ее съела до забега. Вот примерно вот 5 у меня таких вот потреблений энергетических. Энергетических потреблений звучит, конечно, хорошо. Встретили тополиный пух, жара, июнь. Ночи тут нифига в Португалии не теплые. Белый, как снег. Не знаю, видно было, нет. Ну, прям реально снег. А вы говорите, в Португалии снега не бывает. Вот, пожалуйста. В средней полосе. В средней полосе Португалии. Вообще нередкая ситуация, когда, допустим, на этот полумарафон не присылали никакого маршрута, чтобы вот в часы загрузить, за 6 километров пробежали. Ну вот где-то на больших мероприятиях присылают, да, в основном нет. Если присылают, то на них как бы они не всегда точные. Бывает, да. А еще заранее, когда знаешь, вот выбираешь, сколько километров бежать, там, допустим, 12. Такой, о, здорово, 12. А представьте, потом оказывается, что ты бежишь уже 14,5. И это уже как будто бы перебор несколько. Вот. То есть они даже не обновляют вот эти вот документы, которые присылают всем участникам перед началом забега. Они его не обновляют. И ты такой в надежде, такой, типа, о, сейчас 12 километров пробегу. Кстати, кажется, 14, значительно больше. И обидно бывает, когда говорят, что бежишь, например, 17, а на самом деле там 15 получается. То есть там, ну, или 16, например, не добегаешь какой-то километр. Вот, то есть как-то не могут по какой-то причине, вообще непонятно, что за причина, почему-то не могут называть нормальный километраж правильный, чтобы вот он соответствовал, типа, сколько ты бежишь, столько и надо, да? Там есть, да? Но там бывают трейлы, на которых пишут, например, 13 плюс, 20 плюс, да, то есть там с плюсом, и ты там ожидаешь, да, что будет больше, но они не говорят насколько. Один раз я бежала, там на 3 километра было больше, и я на самом деле была в панике, потому что я не знала точно, какую дистанцию надо бежать, у меня не было трека, и я не понимала, заблудилась я или нет, потому что я уже пробежала даже больше, чем вот типа планировалось, а все еще не добежала до финиша, и даже его не было, ну, никаких намеков на него, да, потому что обычно музыка громко играет, и ты понимаешь, все, тебе осталось немножко. Говорили, что на 7 километрах будет пункт с водой, без еды, типа один пункт с водой, потом с водой и едой, третий пункт только с водой, и потом уже финиш совсем. Вот, не знаю, проверим. Вот в тенечке хорошо. Только там еще где-то речка справа проходит такая. Небольшой такой. А, вода. 7 на 8 даже, вот и 7, 100.
Мы бежим 56 минут. Надо же, даже... Ой, водичку дают в бутылочках. Можно с собой, можно тут попить. А вот парень уже возвращается обратно с десятки. О, даже броды есть. Первый мой полумарафон с бродами. Но он такой. Дощечки там положили, здесь нет. Ой, ножки помочь. Как хорошо. О, клево. Заодно, кстати, протестирую сейчас с водой кроссовки. Потому что тоже вот немаловажно, вот бутылки бросают. Тоже немаловажно, как оно сейчас с водой ведет. Но они, кстати, слушай, здорово, они не хлюпают. Потому что мои предыдущие, они прям в воде вот хлюпали, такие прям хлюп-хлюп-хлюп. Да, еще в песок сейчас. Время второго геля с яблоком. Потому что пробежала уже 9 километр. Пора принимать второй. Вот разделение первое. Ну, или не первое. Нам прямо. Сын. Он едет. Вот там лошадь белая. Привет. Надеюсь, ее видно. Такая красивая. Коняшка. Прррр. Ой, какая белая. Ну-ка, отсюда ее видно. Так вот. Тоже нас заметила. Ладно, пока лошадка. Вот это уровень подготовки у человека. Че? Бежит, играет в игрушки. Настолько ему скучно бегать этот полумарафон в моем темпе. Возможно, подбегаем к еще одному пункту. Примерно 12 километров. Вот там на мосту. Ну, нам сигналят. Приободряют. Как раз 12 километров будет. Сейчас 11 800. Можно еще и гель выпить. Риу Лизандру. Очень хорошо. Ладно, пробежимся. Você passa da primeira etapa. Bom dia. Olha, Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que nós temos Номера. Ой, тут индюки. Ой, 12 километров. Собачки. Индюки за забором. Апельсинчиком перекусили. Все, у меня вот такой есть гель с кофеином. Я решила пить его наполовине, потому что усталость уже как накапливается, вот чувствуете несколько. Вот, пора бахнуть кофейничка, я думаю. 13 километров. Цветочки он красивые прибегаем. Обсуждаем пит-стоп, в котором не было почти еды, кроме апельсинов и воды. Потому что привыкли, что на трейлах, которые именно прям вот эти вот с подъемами, спусками сложными, то на них и помидоры с солью, и бананы, и джем, и варенье, и печенье, и все что угодно. И там даже изотоники наливают, там энергетические или какие они. Вот, даже не просто воду. Хочешь колу, хочешь воду, хочешь изотоник. Здесь просто апельсинами обошлись. Как в целом, наверное, на других полумарафонах, марафонах в Лиссабоне. Потому что тоже вода в бутылочках и апельсины. Вот. Но, наверное, этого достаточно на таких типах забегов. 14. Бежим 2 часа. Немножко отстаем по графику. Привалы всякие разные. Ну ничего. Главное добежать. Вот в моем случае мне просто главное добежать. И не умереть. И потом еще на работу завтра.
Не перенапрячься бы. Не работает. Ну, нет, сегодня, чтобы завтра там совсем не страдать. Вот все забеги, которые есть в Португалии, большинство, они по воскресенью. Получается, в воскресенье бежишь, я устаю, потом там все болит, и потом на работу приходишь как такой в полуинвалидном состоянии. По лестнице сложно подниматься, спускаться, ходить, вставать со стула тоже. Я, кстати, что заметила? За все время ни одного наряда скорой помощи. Даже на мосту не было. Потому что обычно всегда есть, вот точно 2 я видела. Они не находятся в лесу, они находятся на дорогах. Вот типа как вот последний пункт был питания. Вот, и сейчас что-то не было. Мне это кажется несколько странным. Потому что полумарафон такая вроде как серьезная дистанция. Я понимала бы там на 10. Но полумарафон, хоть даже и более-менее ровный, все равно должны кого-то приглашать, наверное. Но я в этот раз прям воды много взяла. Я, как уже вначале сказала, что у меня пол-литровая бутылка и еще 250. И я 250 даже не притрагивалась ни разу. И вот сейчас 16 километр на 17 или 19 нас будут поить снова. Вот. И я не успеваю всю... Ну вот я всю воду не успеваю выпить. Вот мне бывает на трейлах, когда надо лазить, прям тяжело. Мне не хватает, потому что там нагрузка, ну, по моим ощущениям, значительно тяжелее. Сейчас я очень много с собой воды тащу. Я могла бы быть вот полегче. Насколько? Ну, грамм на 250 точно. Может, конечно, это незначительно, но все-таки, поскольку она в поясе болтается, то, может быть, несколько покомфортнее прям было. Не 2 минуты вычитает. Потому что их нельзя вычесть. О, мы ее догнали. Догнали, да. Чё себе. Еще давай. О, по водичке, наверное. Ну, как хочешь. Можно по водичке. Тут какая-то грязь она. Ну, давай. О, как хорошо. Сейчас не мутить ее, главное. И мы приближаемся к последнему пит-стопу перед финишем. То же самое, что и первый. Вот Арда. Да. Я, наверное, тут выброшу. Не буду допивать. Ветер нам не особо благоприятствует. Против ветра сложно бежать. Особенно последние километры. Тяжело идется, честно. Устала уже. Конкретно. Уже это ноги, вот именно ноги болят. Тяжело из-за ног. Потому что стопа левая, она еще километра 3 назад начала болеть. Подключается правая. И колени в ход теперь идут. Вот. Так, мы подбегаем к финишу. Уже слышны микрофоны, видно люди. У меня 2:730. Видимо, мне еще нужно будет добегать. Потому что у меня полумарафон, судя по моим часам, еще не засчитан. У меня полумарафон вот здесь. Я так понимаю, нас тут встречают. Мне надо добежать. Разворачиваюсь. Потому что мне еще нужно 300-400 метров сделать. Надо же, чтобы по часам засчитали. Я не знаю, у Мити, у него, может быть, часы лучше моих или не лучше, но у него... Я хочу медальку после получить, когда закончу. И чтобы у них было засчитано правильно. 2800. У меня даже не 21 километр. У меня даже не 21 еще. И это впервые в моей жизни, когда мне нужно добегать дистанцию. Обычно всегда было больше. Как так вообще вышло? Я еще больше себя по кустам петляла. Вот теперь добегаю свой полумарафон. Boa tarde.
Obrigada. Вот такая медалька. Ой, красивая, с птичкой. Темно, правда. В тенечке не видно же. Вот. На солнышке. А птичка, кстати, птичка была... А вот она, птичка. И вот она на медали. Я вся потная, красная, вонючая. Мне стыдно себя на камеру показывать, но я закончила полумарафон. Поэтому пишите в комментариях, интересно ли вам было. Подписывайтесь на YouTube, на Telegram, на Instagram, везде, где хотите. И я постараюсь выкладывать побольше контента о тропах в Португалии, о трейлах, о забегах, о том, как они выглядят. Небольшие обзоры. Всем спасибо и пока.